Я снова вас приветствую на канале Великий Манипулятор. Сегодня мы разберем, как можно разгонять свой криптопортфель с небольшой суммой вложения. Покажу на своем примере, как я буду разгонять криптопортфель, о котором я всегда вам говорил. Называется он спекуляция. Сегодня мы рассмотрим 3 монеты и на основании их вам расскажу, как я буду его разгонять. И можете брать с этого пример и также с небольшой суммой разгонять свой криптопортфель. Те, кто долго меня смотрит, все знают, что у меня есть криптопортфель, называется он спекуляция. Ребята, я уже его полностью добил до $2500. Вот так он выглядит спекулятивно. Здесь есть вот такие у меня монеты. Кто давно смотрит за мной, тот знает, какие монеты именно находятся в моем криптопортфеле. Я полностью догнал их по определенных суммах, чтобы примерно у меня было $2500. Я докупил еще DYDX в данный портфель, и что полностью была круглая сумма. Почему именно $2500? Как вы знаете, есть многие криптоблогеры, которые выставляют и $10 000 на такие спекулятивные портфели, и $100 000 и более. Я хочу показать на примере небольшой суммы, потому что, как вы знаете, очень разный контингент находится на криптовалютном рынке, и большинство людей из постсоветского пространства не имеют больших сумм для вложения в криптовалютный рынок, либо же не хотят влаживать большую сумму в криптовалютный рынок, боятся потерять свои определенные активы. Поэтому с такой небольшой определенной суммой $2500 я покажу, как я буду разгонять этот портфель в течение всего времени данного медвежьего рынка и также будущего бычьего рынка. И посмотрим, что из этого получится и какая в итоге сумма у нас получится наторговать. Как я и говорил, сегодня мы будем разбирать 3 монеты. Первую это Ethereum Classic, вторая монета это Clover и третья монета LPT. Это 3 разных монеты, они очень по-разному растут. Итак, поехали. Первая монета у нас будет Ethereum Classic. Так сейчас выглядит Ethereum Classic, его график. Это было его локальное дно, которое было сформировано на данном медвежьем рынке. Возможно, это уже и глобальное будет дно, скорее всего. Данная такая черта – это та сумма, по которой я примерно покупал данный криптоактив. Она была намного ниже, потому что я выделял на него $75, но потом я выделил еще $25. За счет этого у меня криптоактив, его средняя цена покупки немного стала выше. Если посмотреть его глобально, то есть это выглядит вот так. Это логарифмический график. Итак, как я планирую дальше разгонять свой Ethereum Classic? Что вы должны в определенных моментах понимать? Вы должны правильно научиться строить уровни, либо хотя бы приблизительно, чтобы вы понимали, куда данный криптоактив может прийти. То есть мы строим определенные уровни, доходя до определенного уровня, вероятность того, что до определенного уровня дойдя определенный актив, он может пойти именно, ребята, вниз. То есть это закономерность, которая в основном всегда случается. Потому что, поскольку мы находимся еще на медвежьем рынке, поэтому вероятность такова будет очень высока. Но, как я всегда говорил, чем чаще мы подходим к определенному уровню, тем вероятнее, что он его пробьет, будет очень высока. Что я планирую делать на данном криптоактиве в определенный момент? Как вы знаете, 15 сентября будут выходить новости по эфиру. То есть, по всей видимости, мы увидим очень сильное движение. Это возможно, а возможно и не будет. Если я увижу очень сильное движение в район $52.50, это вот данный уровень. Это уровень у нас как раз и есть сопротивлением, как я раньше показывал. Это было также и поддержкой для данного криптоактива. Но, как мы видим, сейчас это сильное будет сопротивление. И я вижу, что по всей видимости от данного уровня будет актив. То есть на данном уровне я продам своих 50% активов именно эфира классика вот на этом уровне, если он, естественно, до него дойдет, и буду ждать его отката. Откат, я думаю, что произойдет снова в район $45, и здесь я уже буду на ту сумму, на которую я продал вот здесь, буду докупать данный криптоактив. Так, с помощью определенных уровней можно подкупать свои криптоактивы и тем самым делать свою среднюю цену покупки намного и намного ниже. То есть я планирую, что свою среднюю все-таки цены покупки я все-таки смогу добить до уровня где-то снова $15, возможно и ниже. Тем самым, чтобы получить своих
10 иксов, либо 1000%, мне нужно будет, чтобы данный актив дорос до $150, чтобы получить своих, как я говорю, 1000%. Это минимум то, что я хочу получить от данного криптоактива. Данный криптоактив, его хай был на уровне $179, практически 180. Даже если от данного уровня я хочу получить 1000%, мне нужно, чтобы он вырос примерно до $200. Даже немножко больше. Вот мы смотрим, $220. Это довольно достижимая цель, поскольку, как мы видим, сейчас эфир Classic находится в вот таком хорошем накоплении, то есть вышел на очень высокий уровень, и мы можем легко достичь своих целей в 1000%, то есть в 10x. Если с помощью хороших сделок я смогу сделать его, что средняя цена покупки у меня будет на уровне $15, то есть при достижении $150 я могу получить своих 10 иксов и уже выводить свою определенную прибыль. Это как минимум, к которому я стремлюсь. Именно к такому диапазону. То есть это один из способов подхода к определенным уровням. То есть подходим к уровню, продаем на 50%, не на 100, а на 50%. Потому что мы не знаем, возможно, он даже пробьет и будет ретестить. Для этого, ребята, мы и должны продавать своих 50% актив. Но мы должны смотреть, как он подходит к данных уровнях и что он делает в определенных данных уровнях. Это один из моментов. Вторая монета будет Clover. На ней я действую совсем по-другому. Сейчас вам покажу. Переходим на график Clover. Вот так выглядит данный его график. Как мы видим, было определенное такое у него падение сверху вниз, потому что криптоактив очень молодой, то есть вот такое было снижение, сейчас идет тормоз и идет, я так понимаю, определенное накопление. Как мы можем увидеть, средняя цена покупки данного криптоактива у меня около 9 центов. Как мы можем увидеть, это практически на самом дне, который находится сейчас. Как мне это удалось? Мы можем увидеть, что данная монета очень сильно пампится и очень часто. И если вы посмотрите, ребята, мы сейчас вместе можем посмотреть, она пампится на очень большие проценты в течение дня. Смотрите, здесь на 23% запампилась монета. Здесь, если будем брать от лоя до хая, здесь она вообще на 40%. Также здесь мы можем посмотреть, очень хорошо она пампится от уровней. Можете посмотреть 25, 30, 35 и даже бывало в некоторых моментах до 50% данная монета пампилась. Но что самое интересное в данной монете? Самое интересное, если мы переключимся на часовик, то мы увидим, что данная монета, она не пампится в течение дня. Она пампится в течение практически часа-двух. Смотрите, первый час, второй час, запампилась, скатилась. Первый час, второй час, запампилась, скатилась. Час идет откат. То есть данная монета очень хорошо пампится именно в часовике, либо в двух часовиках. Здесь мы тоже можем увидеть. Час запампилась, еще раз запампилась и снова пошел у нее откат. То есть на такой монете очень легко разогнать свой портфель. Мне удалось единожды, потому что я был очень сильно занят. Именно вот на этом пампе примерно еще докупить около 70 монет. Сейчас 2200 с чем-то монет. Можем вместе посмотреть. Итак, Clover. Вот 2208 монет. Было 2120, по-моему. Точно вам не скажу. Примерно. То есть это довольно, кажется, очень мало. Но если посмотреть в глобальном масштабе и постоянно вот так торговать, это на споте торгую, ребята, то можно очень сильно набомбить свою цену, что эта цена может даже, ребята, быть ниже вот этих лоев. Очень легко и очень просто. Но что самое интересное? Самое интересное то, что те активы, которые вы набираете в свой криптопортфель, вы должны понимать, как они работают на рынке, как они пампятся. Если смотреть на данную монету Clover, я даже не буду ставить здесь уровни, потому что я вижу, что она очень часто вот так пампится. Мне проще ее накопить на таких пампах, чем ждать, когда она подойдет к определенным уровням и оттуда будет отскок либо пробой. То есть мне легче именно на такой монете торговать на споте, именно на таких пампах. Она, как видите, не закрывается при росте на полную свечу. При огромном росте на полную свечу она не закрывается. То есть идет откат на 50, а то и больше процентов вниз от хая до закрытия дневной свечи.
И теперь последняя монета, на которой также обращу ваше внимание, это у нас будет LPT. Я уже много раз ее вам показывал. То есть мне также удалось сделать 2 сделки. Итак, переходим на график LPT. Что мы можем увидеть? Теперь у меня средняя цена закупки $6.62. Как это мне удалось? Как вы знаете, я свой портфель уже не раз говорил, что я его делал в районе 22 июня. То есть средняя цена у меня была где-то по $8 данной монеты LPT. Это вот здесь. И у меня средняя цена, как вы видите, получилась $6.62. Если мы посмотрим на глобальный график, ребята, это на дне. То есть получается, что я поймал практически дно данной монеты. Эту монету, ребята, я продаю именно полностью на все 100%. Когда она очень сильно пампится, это также в часовике она пампится очень сильно, я продаю на все 100% и откупаю намного ниже. Почему я здесь продаю именно 100%, а не 50%, как на предыдущих монетах? Эту монету я очень хорошо знаю. Я ее еще покупал на прошлом бычьем рынке. К сожалению, здесь не полный график, но когда я узнал об этой монете, она стоила в районе $40. Это примерно где-то вот здесь. То есть, если был бы график полный, это где-то вот здесь я покупал. И потом пошел вот такой нисходящий у нее тренд. И я думал, что мне делать с данной монетой. Она идет вниз, вниз, вниз и докатилась практически, ребят, до $10. Я не отчаивался, я держал эту монету, думаю, пусть она горит к чертям собачьим, данная монета, но продавать я ее не буду. И потом произошли у нее вот такие пампы. Вот здесь, особенно перед глобальным ростом. На этих пампах у меня средняя цена вышла в $20. Это практически вот здесь. По сравнению с своей ценой, которую я покупал по $40, и я ее продал практически на хаях. Мне удалось ее тогда продать практически на хаях, да я заработал очень хорошие барыши, ребята, очень хорошие. Поэтому эту монету я очень хорошо знаю, так же как она пампится и как на ней можно заработать хорошие деньги и увеличить свой криптоактив именно большим объемом данных монет. Поэтому я думаю, что моя цена будет еще ниже. Я хочу ее довести до района где-то около $5, чтобы средняя цена у меня покупки была. И, естественно, планирую продать где-то по $100. Я думаю, что она все-таки перепишет свой all-time high и могу заработать нормальные деньги. Если мы возьмем от $5 средняя цена, где-то отсюда и дойдем хотя бы до $100, ребята, чтобы вы понимали, это 2000%. 2000% это вполне чем достаточно от данного актива. Если в данный актив я, ребята, вложил около $200 и получить от нее 2000%, это будет около $4000, ребята. Это хорошие деньги для такого небольшого криптопортфеля. Поэтому вот такими 3 способами можно очень легко разогнать свой криптопортфель за счет покупок и продаж на споте. Не нужно влазить ни в фьючерсы, не нужно брать с плечами торговать и тому подобное. На споте можно довольно нормально нарастить свой объем и не боясь его нести потом вверх. Поэтому это видео в основном сделано для тех, кто только недавно вошел в криптовалютный мир. Это я показываю в основном для них, чтобы они понимали, что действительно не нужно очень огромные деньги влаживать в криптовалютный рынок, чтобы также заработать довольно существенные деньги. Я понимаю, что все хотят с $1000 заработать там $100 000 и тому подобное. Ребята, даже с $1000 можно заработать $100 000, если правильно все делать на этом криптовалютном рынке. Можно также вложить в одну монету $1000, и она даст 100 иксов и заработать своих $100 000. Это возможно? Да, это возможно, но также и возможно их потерять. Поэтому не нужно никогда искать, где будет абсолютное дно того или иного актива. Если мы по биткоину уже находимся практически на дне, либо это уже есть дно, то это очень хорошая точка, чтобы закупать активы и начинать их на споте торговать. Тем самым, как я сказал, вы свою среднюю цену сделаете ниже, и чтобы добиться своих результатов минимум 10 иксов, у вас цена продажи будет также уменьшаться. А если вы намерены, так как и я, к примеру, на LPT его продать даже по $100, ребята, то это хорошие иксы. Даже от средней цены, если мы сейчас возьмем
от этой цены, которая средняя у меня уже есть, и я хочу его продать, там, к примеру, по $100, это уже 15 иксов, то есть практически 1500%. Это очень и очень существенно. Это вот такое небольшое коротенькое видео, которое я записал для вас, чтобы вы понимали, как я действую на данном криптопортфеле, именно спекулятивном, и я вам покажу, как я буду его увеличивать. То есть ничего существенного я здесь делать больше не буду докупать, влаживать сюда деньги. Я покажу, как на вот таком небольшом вложении денег, именно $2500, можно разогнать очень хорошо и очень существенно свой криптопортфель. Это мы увидим, конечно же, в конце бычьего рынка. Также, ребята, хотел вам показать одну интересную новость, которая сегодня вышла. MicroStrategy продаст акции на 500 миллионов для покупки биткоинов. Вот такая новость сегодня, ребята, вышла. Американская компания MicroStrategy обратилась в комиссию по ценным бумагам и биржам США SEC с просьбой одобрить продажу акций на 500 миллионов для увеличения запасов биткоина. В документе сообщается, что MicroStrategy уже заключила предварительное соглашение с агентами Cowen & Company и BTIG для продажи указанного количества акций. Мы планируем использовать полученные в результате реализации акций средства для общих целей корпорации, включая покупку биткоина. Что можем здесь узнать? Что оказывается, что это не все 500 миллионов долларов будет влиты в биткоин, то есть какая-то определенная сумма. Мы не определяем объемы средств, которые будут направлены на каждую цель. Также мы не ставим определенные цели по объему хранимых биткоинов и будем продолжать отслеживать рыночную ситуацию для возможных закупок криптовалюты, сказано в заявлении компании. На текущий момент на кошельках MicroStrategy хранится 129 700 биткоинов, причем биткоины были закуплены по средней цене 30 660 именно долларов. То есть, ребята, свои биткоины они не продают. Это, конечно же, 500 миллионов не очень такая существенная сумма. Если даже взять по текущей цене в 21 тысячу долларов, это примерно около 20 с чем-то тысяч биткоинов. А поскольку они не всю эту сумму будут влаживать в биткоин, это все равно существенные деньги, которые будут влиты в криптовалютный рынок. Вот такая интересная, ребята, новость. Большие игроки начинают шевелиться, но я думаю, что они уже очень давно этим и занимаются и уже покупают свои биткоины. Так что вот такая интересная новость, ребята. Очень позитивно. О биткоине мы, скорее всего, поговорим завтра, либо же послезавтра. Всем хороших выходных, ребята, и до встречи. Всем пока.